Дорогие друзья, привет! Как вы, наверное, уже смогли догадаться, мы на Московской площади. За моей спиной московские фонтаны. Здание несостоявшегося политического центра города Ленинград. Ленин. Ну и сегодня я планирую не прогулку, абсолютно. А видео будет чисто утилитарное. Будет маленький путеводитель, как выбраться или как добраться, точнее, как выбраться из Петербурга или как добраться в Петербург из аэропорта Пулково. К этому меня побудили некоторые запросы моих друзей. Запрос звучал типа как уехать в Пулково, как попасть, или как нам из Пулково попасть в город. Ну и соответственно, я так понимаю, это вызывает у некоторых некоторые сложности, трудности. Сейчас мы подойдем к той остановке, к которой уезжают чаще всего. И потом я вам покажу маленький секретик, как вам сделать себе удобней и уехать в Пулково более комфортно. Самый, конечно же, простой и комфортабельный способ добраться до аэропорта Пулково — это применить навыки вызова такси. Ну и на такси с ветерком, что называется, от парадной до парадной оказаться в Пулково. Ну а мы сейчас у точки встречи. Ну, в общем, опознавательная точка — это Макдак, да, как ее там, вкусная точка теперь. И слева мы видим сейчас это выход из метро, станции метро Московская. Да, хотел сказать, что от аэропорта Пулково до Дворцовой площади 23 километра, а ближайшая станция метро Пулково — это станция метро Московская, одноименная площади. Собственно, все выходят обычно из метро и сразу же садятся на 39-й. Но что-то сегодня он не едет, сейчас. Вот. Ну, придет следующий. В принципе, автобусы ходят часто. Обыкновенные по всем остановкам каждые 10-12 минут. Экспрессы каждые 20 минут. Но я хочу с вами поделиться лайфхаком. Вот сейчас там за спиной много людей достаточно. И все толкаются, все с этими чемоданами, все залетают в автобус, пытаются сесть, пытаются заплатить. А я вам хочу показать, как это можно обойти. Все мы знаем, что из станции метро Московская есть два выхода. Вот если вы приезжаете из центра по синей ветке на Московскую и выходите из вагона, обычно все сразу поворачивают направо и выходят здесь. Но я вам рекомендую, выйдя из вагона, повернуть налево, на другой выход. И вы окажетесь с левой стороны относительно площади Московской. Там есть тоже остановка, и там 39-й тоже останавливается. Вот сейчас мы идем туда, я вам покажу. Общественный транспорт — это, конечно, получается самый экономный вариант, как добраться до Пулково. Считайте, всего, например, одна поездка на метро и одна поездка на автобусе. Это все удовольствие, ну, на круг округляем 100 рублей. Было ранее еще маршрутка ходила вот от того же места, где вкусная точка, 39К, но после реорганизации общественного движения, общественного транспорта в Петербурге
все коммерческие маршруты упразднили, так что если кто-то по старой памяти рассчитывает на 39К, которая ходила каждые 5 минут, то не рассчитывайте. Ну а мы вот идем на левую сторону от площади. Попутно можем лицезреть начало Ленинского проспекта. Да, здесь от Московского начинается Ленинский и уходит вплоть до залива. Ну и справедливости ради скажу, что помимо 39-го маршрута есть еще автобус 82М, следующий по пути от станции метро Ветеранов до Пулково. То есть некая альтернатива уже. Не обязательно ехать на станцию метро Московская, можно доехать до конечной красной ветки Ветеранов и с нее уехать в Пулково. Так вот, выходите из вагона метро налево, как я вам сказал, поднимаетесь наверх и выходите в этот переход к автобусу 39. В метро в самом низу есть обозначение на стенах, где к какому автобусу идти. Сейчас вот я подставлю фотографию. Ну а мы поднимаемся из перехода и поворачиваем направо. И перед нами сразу остановка. Сюда-то вам и надо. Насколько я помню, чуть-чуть к началу ближе, никаких опознавательных знаков, что здесь остановка 39-го, по-моему, нет. По крайней мере, я не увидел. Но он здесь останавливается. Не путать с 239-м. Все, стоим здесь и ждем 39-й. Вот, подъехал 39-й. Залетаем. 39-й же? 39-й? Оплачиваем подорожникам. Проезд подорожникам. Можно? Проезд подорожникам стоит 44 рубля. Ну, сейчас мы подъезжаем уже к той остановке, которую я вам показывал в начале. И вы сами увидите, как... Станция метро Московская. Следующая остановка – Площадь Победы. Как и сколько здесь уже людей. Ну, слушайте, не так и много. Слава богу. Все. Встречаемся уже у Пулково. Не могу не показать. Проезжаем Площадь Победы. Здесь музей блокады Ленинграда расположен. Остановка Площадь Победы. Стоп. Победы Сквер. Следующая остановка. Да, вот мы уже подъезжаем к Пулкову. Прямо по курсу легендарные 5 стаканов. Ну а левей новый терминал Пулково. Когда мы едем в аэропорт, то все, кто провожает, автобусы,
Все едут на верхний ярус. Формально это 3-й этаж Пулково. Справа у нас взлетная полоса. Ну или как там правильно должна называться. Машины налево уходят. А здесь 2 полосы, 2 линии для общественного транспорта. Туристы, велосипедисты. И мы приехали посмотреть на взлетающие самолеты. Вот слева там много такси. Как раз привозят людей. Но автобусы имеют остановку здесь. Уважаемые пассажиры, автобус прибыл на конечную остановку. Аэропорт Пулково-1. Ну вот, выходим. Нас встречает информационная табличка. Вы здесь, 3-й этаж. Ну, соответственно, кому как ближе и роднее, идет налево или направо. Все таблички на русском языке дублируются английским. Я в зону отправления не пойду. Ну вот. Так добираться в аэропорт. Я там увидел самолет. Как будто бы совершал посадку. Победа. Вот они, 5 стаканов. Со всем уважением. Нам надо сейчас оказаться внизу. Туда сейчас попадем. В зону прилета. И двинемся в обратный путь. Это будет 2-я часть сегодняшнего ролика. Вопрос, как это сделать? Можно, зайдя в аэропорт, пройдя контроль, 5-е, 10-е. Но нам это не надо. У нас есть лифт. На 2-м этаже есть гостиница, бизнес-центр, долгосрочная парковка. Кстати, да, гостиница это вот там. Нынешний Космос называется. 4 звезды. А вот тут как раз 82Э. Тот автобус, который идет до проспекта Ветеранов. Ну и чтобы вы понимали, тут на каком-то непонятном языке кричат. Вот у нас выход. Здесь вы будете выходить после прилета. Здесь зайти нельзя, но чтобы вы сейчас представляли, я вам от первого лица покажу. Вот вы выходите и попадаете на площадь. Обзовем это площадью прилетной, если хотите, на которой вас уже наверняка будут ждать автобусы 82Э, 39, 39Э. Вот уже 39-й гармошка уходит. Здесь садимся на общественный транспорт. Если вас встречают на автомобиле или вы вызываете такси, вы выходите прямо из аэропорта, никуда не сворачиваете, проходите к дороге, и здесь уже начинается встреча прибывших на личных автомобилях, на такси. Для удобства пронумерованы колонны, как вы видите, вот 15-я, там 16-я, левее 13-я, 14-я. Здесь уже встречают автомобили.
как говорил Леонид Аркадьевич, да, автомобиль, собственно. Вызывая такси, наверняка в приложении вы увидите там какую-нибудь циферку, место подачи. Не пугайтесь, это как раз номера колонн. И, в принципе, если вы с кем-то договариваетесь, чтобы вас встретили, то можете договориться про номер колонны, и чтобы машина подъехала к ней. Потому что вот сейчас малолюдно, и прям создается впечатление, что... Ну, собственно, что? Так не всегда. Особенно вечерочком, когда много рейсов прилетает одновременно или один за другим, то здесь рыночный день, да, это базар, это прям тут кошмар. Кто, где, куда, люди, кони, тут смешивается все. Поэтому договаривайтесь заранее, прицеливайтесь на эту колонну и ожидайте транспорт у нее. Ну а мы, приехал уже очередной 39-й, мы путешествуем эконом-классом. Нет, второй раз я на 39-м не поеду, я буду ждать экспресс 39Э. Так, да, мы на этом лифте как раз и спустились. Тут вот были эскалаторы. Можно было на эскалаторах побродить, попутешествовать, но... Что я вам тут хочу показать? Есть художественная какая-то композиция «Одуванчик». Здесь современное искусство, даже не знаю, как он называется правильно, авиатор. Авиатор начала 20 века. Человек-птица или машина с человеческой душой. Авиакентавр, ведь из неба. Сколько придумано одному. Невероятно. Можно, конечно же, зайти на первом этаже, в центре. Но, понимаете, первый этаж — это зона прилета, зона встречания. Третий этаж — зона отлета, регистрации и контроля. Дальше вы попадете в легендарные 5 стаканов. Ну а второй этаж в аэропорту — это зона такая chill-out. Там ждут, ожидают, там авиакассы авиакомпаний, представительства авиакомпаний, капсульный мини-отель. Все это есть в отдельном видео на канале. Экскурсия по аэропорту Пулково. Ссылочку тогда прикреплю. Все, больше не брожу. Ждем экспресс и возвращаемся на Московскую площадь. Станция метро Московская. А вот буквально 5 минут не прошло, и приехал 39Э с такой, знаете, Пулково экспресс, обклеен самолетиками. То есть вы такое не пропустите. Поедем с ветерком и без остановок. Правда? Без остановок едем. Ой. Вот у нас кондуктор. О, смотрите. Отдельные места для... Отдельные места для сумок. Для больших, маленьких. Собственно, привет, Пулково и пока. Окинем взглядом и под контровым светом старое здание аэропорта. Раньше в нем все было, и прилет и вылет. Сейчас это только уже зона ожидания после того, как вы пройдете контроль предпосадочный, то вы, пройдя через duty free, окажетесь в старом здании аэропорта Пулково.
Ну а что сказать про этот экспресс? Хороший, вместительный, с кондиционером автобус. С комфортом завезет нас в город. Ну а там вам покажу, как действовать далее. Маленькую ремарку по стоимости. Сейчас у кондуктора переспросил. Подорожник 44, а разовый проезд банковской картой или там наличной 65 рублей. Что тут случайно обнаружил? Оказывается, есть в автобусе бесплатный Wi-Fi. Pulkovo Free Wi-Fi by Obit. Не подключался, но держу в курсе. Не знаю, насколько для кого-то это будет важно, но по пути в аэропорт есть такой торговый район, вновь отстроенный, Pulkovo Outlet. Добираться сюда, чувствую, здесь только на собственном транспорте можно. По пути в город вдоль Пулковского шоссе всевозможные производственные здания. Здесь был и завод Кока-Колы, и Обита. Сейчас вот вижу Идис, а вот Стелла, Санкт-Петербург. По пути следования из аэропорта по левую руку будут тянуться крупные торговые объекты, обзову их так. Это и Спортмастер, и Окей, и Метро, и Оби. Ну а по правую уже жилые дома. Проезжаем на Дунайский проспект. Масса новостроек. Автодилеры. Ну и вот этот парк уже свидетельствует нам о том, что мы близки к площади Победы. Ну и для меня Петербург, по большому счету, с площади Победы, наверное, и начинается в этом районе. Перейду к водителю. Как я и говорил уже в первой части, на площади Победы в центре музей блокады Ленинграда. И если на эту площадь посмотреть с высоты птичьего полета, то вы увидите глаз. Но сам ансамбль площади формирует сама Стелла, симметрично расположенные два жилых дома. Ох, что-то я забыл, по-моему, 22, что ли, этажа они, или 26, что-то я не припомню. Здесь как раз на площади Московский проспект заканчивается. Начинается Пулковское шоссе, ну а для нас наоборот. Заканчивается Пулковское шоссе и начинается Московский проспект. О, здесь фонтан. Фонтанелла. Ну и по левую и по правую руку будет универмаг Московский. И вот эти примечательные наверху стеклянные вставки, так я назову, там галереи художников. Сейчас наверняка
часть из них выкуплена, и кто-то просто живет. Но, насколько мне известно, в советское время задумка была именно такая, что Союзу художников и прочих искусств мастерам выдавались площади, где они могли творить. Ну а мы вот уже подъехали к станции метро Московская. На самом деле это не совсем конечная остановка, как вы уже поняли из первой части. Но зачастую все выходят здесь, всем удобней. Ну и мы это сейчас сделаем. Почему? А потому что здесь у нас сразу спуск в метро. Все галопом бегут под землю. Вот впереди. Но я вам рекомендую, если вдруг, когда вы приедете в Петербург, прилетите, потом приедете, будет такая же замечательная погода, как сейчас, и у вас не совсем тяжелые сумки, то не спускайтесь сразу в метро. Выйдя из автобуса, ну, наверное, проедете до следующей остановки и выйдете на ней. Но побывайте на площади Московской у фонтанов. Думаю, у вас это вызовет больше теплых воспоминаний и какой-то вау-эффект, нежели вы сразу спуститесь в метро, встретитесь с турникетом, с непониманием, как купить жетон ли, проездной ли. Здесь вот 100 метров, и вы на площади у фонтанов. Вот как раз мы на 39-м приехали, он здесь поворачивает направо, делает петельку. И уходит снова на аэропорт. Ну вот, пару минут, а мы оказались у фонтанов на площади. Прекрасный солнечный день. Поэтому не поленитесь, забегите сюда, посмотрите, отдохните, переведите дух после перелета. У самих фонтанов вас легонько будет обдавать вот этой вот водяной взвесью, приятно охлаждая в без того жарком Петербурге. Ирония. Собственно, спасибо, что прокатились со мной. Я думаю, у тех, у кого еще были вопросы после этой прогулки, они отпали. Вы теперь вооружены знаниями. Вы знаете, как уезжать, как приезжать в Петербург, где Пулково и с чем его едят. Это все в видео по ссылке. Пока. Лайки, подписки. Спасибо.